Пап, я хочу стать футболистом. С настоящими стейками из мяса индейки Инди Лайт вы всегда остаетесь на лайте. А знаешь, любишь — делай. Главное, ешь давай. Инди Лайт. Делай, что любишь. Друзья, здравствуйте! В тот момент, когда мы записываем этот урок истории, огромная американская армада, авианосцы, корабли, самолеты, ракеты, все это развернуто, собрана группировка, которая, в общем, больше той и, конечно, сильнее той, о которой мы вам рассказывали в выпуске про бурю в пустыне. Это операция Соединенных Штатов Америки и их союзников против Ирака. Так вот, здесь группировка мощнее и нацелена она на Иран. К тому моменту, когда этот выпуск будет в эфире, мы надеемся, что ситуация рассосется, у ситуации будет мирное решение. Но, тем не менее, остается главный вопрос. А вот где находится Иран? Где находятся Соединенные Штаты Америки? Где находятся другие страны западной коалиции? Вообще, в чем суть конфликта-то? Чего к Ирану-то привязались? Почему эти санкции введены? Что за режим внутри Ирана и так далее и тому подобное? И, конечно, противостояние это возникло не вчера, не в 2025 году, не в начале 21 века. История эта уходит корнями довольно далеко. Мы, конечно, сегодня не будем рассказывать про Персию, про Кира Великого, про Дария, про огромную персидскую империю. Все это осталось далеко в прошлом. Мы возьмем за точку отсчета Вторую мировую войну. Вот тогда весь этот узел противоречий между Ираном и странами западного мира стал завязываться. Давайте начинать. Начало 40-х годов. 1940 год. Ираном управляет Реза Шах Пехлеви. Человек, который пытается выстраивать свою политику, лавируя между крупными державами. С одной стороны, традиционно очень сильное влияние Великобритании в регионе. С другой стороны, уже огромный сильный Советский Союз. И в регион, а точнее не в регион, а в страну, в Иран, заходит Германия. И отношения между Ираном и Гитлером с большим уважением. Для Гитлера Иран — это плацдарм для введения войны против Великобритании в этом регионе. Для Ирана немецкие технологии, немецкие инженеры и поддержка. В тот момент Германия — одна из держав, которые определяют международную политику. И, собственно говоря, уже идет в 1940 году Вторая мировая, в 1941 начинается война между Советским Союзом и гитлеровской Германией. И Иран становится важной точкой для ленд-лиза, для поставок вооружения, техники в Советский Союз от союзников по антигитлеровской коалиции, с одной стороны. С другой стороны, англичанам, конечно, Иран как плацдарм действий гитлеровцев против английской армии не нужен. И Советский Союз и Великобритания проводят в августе и сентябре 1941 года совместную операцию. То есть фактически советские и британские войска оккупируют Иран. Реза Шах свергнут, на престол посадили его сына Мохаммеда Резу Пехлеви. Он стал новым шахом, который моментально развернул политику. Все, немцев всех прогнали, немецких инженеров-консультантов выслали. Мир, дружба, жвачка с Советским Союзом, с Великобританией. Здесь английские войска, здесь советские войска. И все у нас будет хорошо. И вот так это проехало до 1945 года. Потом война закончилась, никакого Гитлера больше нет, Муссолини нет, союзники выиграли. И Иран аккуратно спрашивает у Советского Союза и Британии: а вы войска вообще собираетесь выводить из страны или не собираетесь? И только, в общем, под давлением общественности в 1946 году Советский Союз выводит войска с территории Ирана. Уже к этому моменту были образованы две типа независимых республики на территории Ирана. Одна иранский Курдистан, другая иранский Азербайджан. Там были такие марионеточные правительства, это были советские республики. Ну, естественно, как только советские войска ушли, советские республики эти прекратили свое существование. Иранские власти подавили там любой сепаратизм. И, в общем, вот начинается новый период в истории Ирана. Надо здесь еще один важный момент сделать, что Мохаммед Реза Пехлеви моментально, конечно, отскочил от советских союзников и сказал, что мы, в общем, конечно, будем ориентироваться на Британию и Соединенные Штаты Америки.
заходит американский и британский капитал, главным образом он заходит в нефтяную отрасль, начинает качать иранскую нефть и поставлять ее на рынки западного мира. Вот, казалось бы, такой устраивающий всех модус операнди. Казалось бы, такой модус операнди всех устраивает. Британские компании и американские компании добывают нефть, продают ее, делятся доходами с иранским правительством, режим шаха процветает, страна тоже должна процветать, но нет. Здесь точка разрыва с западным миром начинается. Причем правительство шахское, конечно, ни о каком разрыве не говорит. Начинается рост антибританских настроений, потому что вот предшественница компании British Petroleum, которая тогда называлась АИНК, и которая выкачивала в основном нефть Ирана, она оставляла в Иране всего 9% прибыли. Ну, мягко говоря, это не совсем справедливое разделение, правда же? И, конечно, в Иране начинает нарастать недовольство. У нас очень много иностранцев, шах им открыл все двери, они занимают все ключевые места в экономике, никуда не пролезешь, никаких социальных лифтов нет, обогащается только верхушка правительственная, народ ничего не достается, экономика наша страдает. Создается Национальный фронт. И у Национального фронта появляется лидер, которого зовут Мохаммед Мосаддык. Он делает такую широкую коалицию, и у коалиции этой, у Национального фронта, в общем, два тезиса. Первый тезис – это идея экономической независимости. Вторая идея – это национализация нефтяных приисков. То есть вся нефть должна принадлежать государству. И дальше происходит следующее. Национальный фронт набирается сил, он получает широкую поддержку. Меджлис, то есть парламент, 15 марта 1951 года голосует за национализацию нефтяной промышленности. А 29 апреля Мосаддык становится премьер-министром. И как молодой харизматичный лидер, он начинает естественным образом ограничивать власть шаха. То есть Иран движется по пути к конституционной монархии, когда власть шаха очень-очень сильно ограничена. Естественно, шаху это не нравится. Но самое главное тут, конечно, не шах. Самое главное, что национализация активов не нравится Лондону. И конфликт с Великобританией острейший. Значит, Лондон в ответ вводит жесточайшие санкции. Что это такое? Запрет на вывоз иранской нефти. И этот запрет поддержали все крупные западные компании. Эмбарго на товары и услуги, отзыв всех специалистов. То есть Иран в одночасье оказался в экономической блокаде. И добыча нефти, которую осуществляли западные сотрудники, рухнула. То есть вы хотели же недра национализировать? Вот, пожалуйста, получайте. Но вы же добывать-то пока не умеете без нас. И начался невероятный экономический кризис. В 1952 году, в октябре, правительство Мосаддыка разрывает дипломатические отношения с Великобританией. До этого, в июле 1952 года, шах Мохаммед Реза Пехлеви попытался сделать путч и Мосаддыка свергнуть. Но в Тегеране началось народное восстание, и Мосаддыка народ защитил, а шаху пришлось из страны бежать. И вот в начале 1953 года Иран оказался в такой ситуации. Международная изоляция, экономический кризис, народное воодушевление начинает идти немножечко на спад, потому что шаха мы выгнали, недра мы национализировали, но что-то лучше жить-то мы не стали. И самое главное, что нет никаких попыток нормализации, потому что Соединенные Штаты Америки и Великобритания понимают, что с Мосаддыком договориться не получается, а Мосаддык начинает смотреть в сторону Москвы. И это становится главным фактором обострения. Конечно же, ни Вашингтон, ни Лондон не хотели, чтобы Иран входил в стратегическую орбиту Москвы. И дальше Вашингтон и Лондон принимают решение, что надо власть в Иране менять демократическим образом. И вот так возникает операция «Аякс». Совместная операция разведок ЦРУ американской и Ми-6.
английской. Подкупили членов парламента, профинансировали частично уличные беспорядки. В прессе зарядили кампанию о том, что Моссадык и военные жуткие коррупционеры обокрали страну. И дальше, 19 августа 1953 года, восстание, и военные во главе с генералом Захиди получают власть. Моссадыка свергли. Надо сказать, что его не репрессировали, его отправили под домашний арест. И он в своем доме под домашним арестом прожил до самой смерти. То есть в тюрьму его никто не посадил, но остаток жизни он провел под домашним арестом. В итоге в Иран возвращается шах Мохаммед Реза Пехлеви, все национализации отменены, нефть опять попадает под контроль западных компаний, но с небольшим нюансом. Раньше 100% этой нефти добывали и продавали британцы, а теперь 40% достается еще и американцам. Но они же тоже поучаствовали в этом путче. И вот так рождается точка невозврата. Потому что население Ирана впервые видит, что законно избранного главу страны Моссадыка свергли в результате военного переворота, который профинансировали американцы и англичане. И вот здесь я считаю, что случилась точка невозврата. После этого антизападные, антиамериканские настроения в Иране стали очень-очень сильными. Друзья, очень короткий анонс. Во-первых, спасибо за отзывы об открытом уроке истории, который мы дали в январе в Театре на Цветном. По вашим просьбам мы это дело решили повторить и дадим 30 мая в том же театре еще 2 урока. Первый — «Великолепный век», о том, как гаремы управляли Османской империей. Второй — про мировой финансовый кризис 2008 года. Очень интересная история. Приходите, всех жду, и билеты по ссылке в описании. А мы дальше к выпуску. Какие основные выводы можно сделать на период 1953 года? Американцы и англичане свергли демократически избранного лидера страны. Установлена диктатура шаха, который опирался в начале, да и не то, что в начале, а вообще во время своего 25-летнего правления он опирался на САВАК, это такая служба национальной безопасности. Про Запад теперь иранцы понимают, что это лицемеры, сегодня они демократы, завтра они поддержали шаха, послезавтра сделали военный переворот. И, собственно говоря, вот здесь, в этой точке, лежит начало маршрута, который привел Иран в исламскую революцию 1979 года. Но давайте поговорим про шахский режим. Это же тоже очень важный период. До 1979 года шахский режим существовал в Иране. И, в общем, Иран, многие даже называли Тегеран там Парижем Ближнего Востока наряду с Бейрутом. И, наверное, если вы сейчас зайдете в поисковик и наберете Иран 70-х, вы увидите женщины в купальниках, кафе, шампанское, вечеринки, нефтяное соглашение между США, Великобританией и Ираном, 1954 год. В 1957 году ядерное соглашение. США и Иран подписывают соглашение о мирном использовании атома, и, в общем, так заложена ядерная программа Ирана. В 1972 году президент Никсон приезжает в Иран, обещает шаху любую поддержку, поставка любых, но не ядерных вооружений. Иран становится ключевым союзником США в регионе. Да что там Никсон? В Иран приезжал Фрэнк Синатра. Фрэнк Синатра пел на стадионе, есть фотографии, запись, огромный концерт. То есть действительно это процветающий город, модный, богатый, с тусовками, с невероятными вечеринками. Одна из этих вечеринок, мы рассказывали в ней на нашем втором канале, на Чтиво. Смотрите, этот выпуск, он очень популярный на канале, ну, буквально пару слов. Шатры от Пьера Кардена, гости и селебрити со всего мира, черная икра, шампанское. В Персиполе выстроены просто колоссальные вот эти палаточные лагеря. Просто лучшая вечеринка 20 века. Ну, когда я вам все это рассказываю, что модный город, все дорого-богато, а за чей счет банкет? Это богатство верхушки иранского общества. Шах и приближенные. Народ ведет, очень небогатое, бедное даже, можно сказать, существование.
безграмотность, отсутствие доступа к медицине для всех, отсутствие доступа к образованию и так далее. То есть, в принципе, народ совершенно недоволен, и шахский режим, он становится притчей во языцах. Мы тут все, что называется, на хлебе и воде, а они, вот этих раков, как их зовут-то, лобстеры и черную икру они дают гостям. У них со всего мира приезжают люди, они там вереницей мерседесов из аэропорта едут. Вы вообще что, совсем что ли? И, конечно же, в Иране начинает зреть это низовое напряжение. Народ, вот все эти истории с Пьером Карденом, купальниками и шампанским в модных барах, простых людей это все не интересует. Они хотят как-то по-другому жить. И начинается сопротивление, начинается низовое сопротивление, и тут вот к экономической обездоленности, к отсутствию социальных лифтов, к жированию верхушки, к засилью международного капитала, к тому, что вся нефть принадлежит американцам и англичанам, к этому еще примешивается дополнительный религиозный фактор. Аятолла Хаминеи – человек, который становится не просто духовным лидером Ирана, он становится лидером национального самосознания. И, собственно говоря, все чаще и чаще в стране начинают звучать такие лозунги. Слушайте, мы пытались жить как о осколах Персидской империи, мы пытались жить как наподобие западной демократии, не так хорошо не было. Как коммунистический режим, попыток жить мы не делали, но вроде как оно нам не надо. Но есть же какие-то базовые вещи. А какая базовая вещь? Ислам, религия. Причем ислам шиитского толка. Мы не будем сейчас вдаваться в рассказ о шиитах и суннитах, но это важная вещь для исламского мира. И вот Иран стал центром, впоследствии стал центром шиитского ислама. И это очень важный фактор. Естественно, Хаминеи, как нового лидера, шахское правительство и сам шах не воспринимали. И начались репрессии в отношении его сторонников, начались преследования, и Хаминеи, в общем, бежит из страны. В какой-то момент он уезжает в эмиграцию, он оказывается аж в Париже, и оттуда его проповеди на аудиокассетах, напечатанные на бумаге, оттуда его проповеди, как запрещенная литература, как запрещенные аудиодокументы, приезжают в Иран, и они супер популярны. Молодежь собирается в глубинке, в провинции, все это слушает. А там простые же вещи, да, мы за народ, мы за простого человека, мы хотим построить государство справедливости, мы хотим построить религиозное государство, религия наш оплот. И в глубинном Иране это очень понятно. Там никто в купальниках не ходит, там никто шампанское с черной икрой не пьет. И там, в общем, простые, небогатые люди, которые своим тяжелым ежедневным трудом хотят какой-то лучшей жизни для своих детей. В общем, к 1979 году ситуация осложняется. Опять экономический кризис, опять недовольство. Один за другим начинаются восстания в городах, полиция стреляет, полиция уже даже не одна, полиция вместе с армией пытается предотвратить революцию, но революция уже побежала по стране, и в итоге Аятолла Хаминеи возвращается в 1979 году в Иран и провозглашает Исламскую республику, основанную на религиозной ценности, на независимости и на принципиальном антиамериканизме. И вот это важная история. Иран, напомню, был главным союзником Соединенных Штатов Америки на этой территории. Превратился в главного врага. С 1979 по 1981 год жесточайший кризис. Студенты-исламисты захватывают посольство США в Тегеране. 52 дипломата в заложниках сидят 444 дня. Об этом есть две истории, и обе нам важны. Первая история – это операция «Арго», как часть дипломатов, которые не сидели вместе со всеми, а прятались в канадском посольстве, как их под видом голливудской группы из Тегерана вывезли. Об этом есть потрясающий фильм, который так и называется «Операция Арго». А вот вторая история, которую придумали в Вашингтоне – силовое освобождение заложников. Каким образом эта операция была подготовлена? Значит, план операции звучит следующим образом. Примерно 500 километров к юго-востоку от Тегерана
выбирается площадка для организации временного полевого аэродрома. Значит, здесь должны были сесть 6 транспортных самолетов «Геркулес», которые должны были привезти спецназ, 130 человек. А на остальных 3 «Геркулесах» летело топливо для дозаправки. Для дозаправки чего? На эту площадку чуть позже должна прибыть группа из 8 транспортных вертолетов, которые взлетали с борта авианосца. Значит, вертолеты садятся, дозаправляются из «Геркулесов», берут на борт спецназовцев и летят к следующей точке в 80 километрах от Тегерана. Здесь спецназовцы пересаживаются на автомобили и едут в Тегеран для того, чтобы в Тегеране взять штурмом здание и освободить заложников и вывести их на ближайший стадион. Дальше на этот стадион из той точки 80 километров от Тегерана должны прилететь вертолеты, забрать спецназовцев с заложниками и долететь на 3-ю точку, на еще один заброшенный иранский аэродром. И уже оттуда планировали туда, значит, на этот заброшенный аэродром прилететь 2 большегрузных транспортных самолета, всю эту, значит, бригаду забрать и, соответственно, уже доставить в 3-ю безопасную страну. Такой был план. Я вот прочитал специально, чтобы не ошибиться. Действительно, вот этот ряд замысловатых коленец, как сказали бы в танце, был действительно подписан. Началась эта операция. Очевидно уже даже логистически, что, значит, сначала прилети в точку А, дозаправишься, потом в точку Б, там пересядь на машину, заводи посольство, из посольства на стадион, б. Это невозможно, конечно, воплотить, но тем не менее американцы подписали. Причем доложили это президенту Картеру. Президент Картер сказал: да, отличная операция. И вот 24 апреля 1980 года началась эта операция. Значит, самое узкое место — это природа. Началась песчаная буря. Вертолетчики в таких условиях летать не могли. То есть «Геркулесы» прилетели на эту площадку, приземлились, увидели, что там песка по щиколотку, потому что буря началась, поставили инфракрасные маяки, чтобы вертолеты садились. Вертолеты вылетели с борта авианосца, один по пути сломался, второй сел, значит, в труднодоступной местности, остальные долетели и дальше, в общем, я не хочу глубоко в эту операцию, что называется, поминутно заходить, но там дальше просто катастрофа была. Выяснилось, что местность не безлюдная, потому что первым, кого увидели военные, был школьный автобус иранский. Значит, школьный автобус захватили вместе с водителем и персоналом, посадили их в «Геркулес», чтобы они не добрались до ближайшего населенного пункта и сказали: здесь вообще-то американские военные. Потом какой-то бензовоз прилетел, бензовоз расстреляли. Бензовоз в ночи вспыхнул, как факел, естественно, обозначил то, что там началось американское приземление. В общем, операцию отменили, половину техники бросили, половину техники увезли с собой. Позор ужасающий. Именно из-за этой неудачной операции президент Картер на 2-й срок в Америке не избрался, потому что он превратился в посмешище. Американцы не просто не достали своих заложников, они постыдно, даже не в силовом противостоянии проиграли, они просто не смогли логистически ничего сделать. И, конечно, это стоило, он же подписывал операцию, ну и все это ему стоило вторых выборов. Заложников освободили. В результате переговоров, комбинаций освободили. Но, конечно же, американцы восприняли это как пощечину, и Иран стал для Америки на территории Ближнего Востока главным врагом. И тут на сцену выходит еще один герой нашего сегодняшнего выпуска — Саддам Хусейн. Диктатор из соседней страны, из Ирака. Увидев, что в Иране нестабильно, только что произошла революция, американцы грозят вторжением, американские заложники, международная изоляция, сил никаких у Ирана нет, и Саддам Хусейн придумал: а давайте-ка мы вторжение осуществим. Мы под предлогом борьбы за нефтеносный клочок земли, у нас сделал, кстати, выпуск о Ирано-Иракской войне, Саддам вторгается в Иран. Эта война идет 8 долгих лет. Совокупные потери ужасающие. Результат никакой. Не победили ни одни, ни другие. Сначала Саддам хорошо продвинулся. Краткий пересказ этой войны, да? Сначала Саддам хорошо продвинулся на территорию Ирана. Потом иранцы воспряли и, значит, дали Саддаму по носу. Потом началась изматывающая война, когда бомбили инфраструктуру, так называемая война городов, когда просто разносили в пух и прах нефтяные и инфраструктурные объекты в Иране и Ираке. И что интересно, Саддама Хусейна поддержали американцы, потому что для них были все средства хороши. Главное, чтобы режим Хамейни был свергнут. Но, в общем, забегая вперед, 8 лет войны к свержению режима в Иране не привели.
И здесь еще один момент. Значит, 1984 год. Госдеп США впервые вносит Иран в список государств-спонсоров терроризма. Глобальные экономические санкции. В 1983 году взрыв казарм в Бейруте. Убиты 240 американских военных. США обвиняют в атаке группировку Хезболла. Хезболлу поддерживает Иран. То есть, жесткие санкции, враг номер один, государство-спонсор терроризма. Казалось бы, никаких вообще вариантов для существования Ирана нет. Иран существует, он ухитряется выживать под санкциями. А самое главное, как ведут себя американцы? Когда в Бейруте были захвачены заложники, под этим предлогом решено было говорить с Тегераном. Повлияйте на Хезболлу, достаньте наших американских людей. Посмотрите, пожалуйста, выпуск «Иран-Контрас». Длинный разбор ситуации я сделал приблизительно пару лет назад. Как американцы в режиме объявленных ими же санкций через третьи страны поставляли в Иран ракеты. А на вырученные деньги спонсировали на другом конце света «Контрас», которые вели войну с коммунистическим режимом сандинистского правительства в Никарагуа. Эта история косвенно была мной рассказана в выпуске про панамского диктатора Норьегу. Тоже посмотрите этот выпуск. В общем, цепочка сложнейшая. С одной стороны санкции, а с другой вот вам ракеты через подставные лица, со счетами в швейцарских банках, с оплатами через левые компании Бахрейна. В общем, когда вам будут рассказывать о хитроумных криптонах, это дети. Все это придумано в 80-х, 70-х годах. Придумано не нами и работало очень хорошо. Но не важно. Важно то, что Иран — главный враг Соединенных Штатов Америки. Скандал Иран-Контрас попадает в прессу. Выясняется, что администрация Рейгана все это санкционировала, тайно продавала оружие Ирану в обмен на помощь в освобождении заложников в Ливане. Крупный международный скандал. В 1988 году американский крейсер сбивает гражданский самолет над Персидским заливом. Его ошибочно принимают за военный. Тоже непонятно, как его ошибочно. Уже техника была на таком уровне, что невозможно было принять. Но тем не менее, иранский пассажирский самолет сбивают ракеты. 290 человек погибает. В 1988 году Ирано-Иракская война заканчивается. Дальше буря в пустыне. Саддам из союзника Соединенных Штатов Америки тоже объявляется врагом. Но Иран все равно остается врагом еще больше. И вот здесь вы, дорогие зрители, зададите мне вопрос. Скажи, пожалуйста, дорогой Сергей Сергеевич, а что такое произошло-то? Иран, да, там, значит, Исламская республика, шаха свергли. Иран же все равно нефтью торговал, да, можно было бы через американские компании торговать. Можно было как-то договориться. Все-таки, почему такое ожесточение? И вот здесь давайте поговорим о геополитике. Дело в том, что Иран — это не просто большое государство на Ближнем Востоке. Судьба Ирана определена географическим положением, с одной стороны. С другой стороны, религиозностью. И с третьей стороны, историей. Конечно же, иранцы понимают, что они наследники империи того Кира Великого, да? Огромной персидской державы. То есть мы, иранцы, на этом историческом столе уж подольше, на несколько тысячелетий, чем вы, американцы. Понятно, что то, что я сейчас говорю, звучит несколько натянуто, мало ли кто когда кем был. Это так. Но давайте посмотрим на идеологическую суть режима Хамейни. Это супер мобилизованный режим. Это армия, это корпус стражей исламской революции. То есть, с одной стороны, это КГБ, да, с другой стороны, у этого КГБ свои танки, самолеты, военные катера и военные корабли. То есть это еще одна армия, которая подавляет протесты, занимается контрразведкой, занимается работой с такими группировками, как Хезболла, и постоянно держит в напряжении союзников Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. И еще один фактор, то есть у государства есть очень сильная базовая идеология. Лидеров нельзя купить. Базовый фактор — это Ормузский пролив. Посмотрите, что это такое. Вот такой пролив, незначительный, через который ежедневно проходит 30% нефти и газа мирового.
Почему? Вот он, рынок Кувейта, вот он, рынок Саудовской Аравии, вот Иран, вот Ирак. Вся эта нефть добывается в этом регионе, вот Эмираты с другой стороны. И через Ормузский пролив на танкерах это идет в Индию, в Китай, куда угодно. Что такое контроль над Ормузским проливом? Так перекрыл его за секунду, и у тебя нефть взлетела процентов на 20-30. То есть, с одной стороны, на одном берегу Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые являются союзниками США, а с другой Иран, который не союзник США, который враг США, у которых доктринально США это просто фактор мировой угрозы. И самое главное, что Иран невозможно контролировать, потому что помимо армии, КСИРа, исторического фактора, исламского фактора, географического фактора, у Ирана есть ядерная программа. И вот с помощью этой ядерной программы Иран обеспечивает свою жизнеспособность. Эта ядерная программа в первую очередь гвоздь в ботинке для другого очень сильного игрока в этом регионе. Я говорю про Израиль. Надо сказать, что Иран, иранское руководство, лидеры Ирана откровенно говорят, что государство Израиль существовать не должно, да, потому что государство Израиль на чужих землях построено, они притесняют исламское население, они притесняют Палестину, а вот конфликт в Газе, а вот была война в 70-е, несколько войн было. Мы сейчас не будем разбирать арабо-израильский конфликт. Это тоже отдельная длинная история. Да? Факт остается фактом. Иран — это стратегический не противник, а враг Израиля. Израиль, соответственно, это враг Ирана. Вы все видели столкновение 25 года, удар израильских ВВС по Ирану, ответ полетели ракеты, часть пробила железный купол и так далее. Израиль ощущает смертельную опасность от Ирана. Израильская лобби в Вашингтоне, я сейчас это не в смысле сионистский заговор, а в смысле лобби. Еврейские банкиры, промышленники, предприниматели, политики. У них достаточно серьезные рычаги влияния в Америке. Это цивилизованный метод. Таким образом, израильский фактор в американо-иранских отношениях очень сильный, потому что, конечно, Израиль постоянно, во-первых, Америка союзник Израиля, во-вторых, Израиль все время говорит: слушайте, надо, конечно, заканчивать с режимом Аятолл, потому что, они стратегическая угроза вообще всему, чему есть. Не только Вьетнам, да, потому что нас они хотят уничтожить, но ведь они и Саудовскую Аравию, суннитов, они ведь и Объединенные Арабские Эмираты, суннитов, они всех считают своими противниками. И для них это еретики, наверное, пострашнее католиков, православных или иудеев. Поэтому, смотрите, они же эту исламскую революцию хотят на весь остальной регион распространить. И Саддам Хусейн ведь то же самое говорил американцам, что моя война с Ираном — это защита всего региона от вот этих революционеров, которые хотят ислам шиитского толка распространить на весь регион. Вот, суммируем несколько факторов. Ормузский пролив, религиозная консолидация, антиамериканизм, наличие ядерного оружия. И еще один момент. Я бы не сказал, что он самый важный, но он, наверное, важен публично, экономически, пиаровски, если хотите. Иран показал, что можно быть точкой разрыва с Америкой. Ничего они с тобой не сделают. Да, ввели они против нас кучу санкций в 70-х годах, но мы же как-то живем, самолеты летают, значит, ракет мы научились делать, беспилотники мы научились делать. Посмотрите, конечно, там есть проблемы, но мы же как-то живем. Еще один момент. Иран через своих прокси, здесь он помог хуситам, тут он помог Хизбалле, здесь помог одним повстанцам, другим, третьим. Он через своих прокси весь американо-израильский альянс, присоединим к нему Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, вот весь альянс он держит напряжение, что в любой момент может быть нанесен иголочный удар. Здесь хуситы танкеры могут атаковать, здесь может быть какая-то военная операция или теракт какой-то может быть сделан. И вроде бы Иран ни при чем, но все же понимают, что он за спиной стоит. Таким образом, конечно, это не гвоздь в ботинке, а прям это серьезная неприятность для Америки. Ну и плюс ядерное оружие. Ядерное оружие — это тот фактор, который не устраивает ни Израиль, ни Америку. Дальше наступают 90-е и нулевые. Иран
становится для Америки врагом номер один на Ближнем Востоке. Значит, Джордж Буш-младший говорит, что Иран — это не просто геополитический соперник, это государство, которое нельзя оставить в покое. Параллельно в самом Иране развивается ракетная программа. Усиляются КСИР, и вообще силовики становятся главной движущей силой. В США это все воспринимается как, конечно, закрепление конфронтационной модели. И ядерный узел становится центральным рычагом. То что такое ядерное оружие? Это же не только про влияние, это про контроль. И этот вечный маятник. Допустите специалистов МАГАТЭ. Допустили, но что-то вы им не все показали. А вроде все, давайте мы здесь... У вас мирный атом? Или вы все-таки атомную бомбу делаете? И постоянно эти истории о том, что Иран уже сделал ядерную бомбу, что он это ядерное оружие продал Северной Корее. То есть, если вы сейчас погуглите, вы найдете очень-очень много таких историй в 90-х и нулевых. И ядерная сделка — это вообще все 90-е и нулевые, это главный вопрос ирано-американских отношений. Дошли ведь до того, что в 2015 году часть санкций с Ирана была снята. Иран допустил больше специалистов, он объявил, что у него атом мирный, и казалось бы, что есть какие-то пути к разрядке. Но, как мы понимаем, в 2018 уже году, когда Трамп стал президентом Америки, все это перечеркнули, вернулись в режим санкций. То есть для Америки Иран превратился в главный фактор. Причем это фактор, который играет на нескольких фронтах. Это и Йемен, это и Ирак, это и Хизбалла, это и Ливан. То есть это важная ось противостояния Вашингтона в регионе. Что в сухом остатке хотят американцы? Вот о чем сейчас идет речь. Понятно, что были там переговоры в Женеве, до этого были манифестации и даже, в общем, уличные столкновения в Иране. И до сих пор непонятно, сколько погибших там, да, называются чудовищные цифры от 7 до 30 тысяч. Экономический кризис, напомню, в прошлом 2025 году разгорелся, и начались в городах беспорядки, потому что выходило огромное количество людей на улицы, и, конечно, силовики применяли оружие. Сейчас мы находимся в той точке, когда американцы, Трамп открыто декларирует, что да, мы начнем военную операцию. Но понятно, что будет много слов еще сказано про мы хотим вернуть демократический режим в Иран. Это какой, шахский, что ли? Я просто такой небольшой штришок. Наследник Шаха, который всю жизнь прожил в Америке и в Иране еще ни разу не был, он становится возможным центром объединения оппозиционных сил в Иране. То есть пытаются его на авансцену двинуть. Я не разбираюсь во внутренней политике Ирана, я не знаю, что у них получится. Пока уже мелькали разговоры про восстановление демократического режима, но тем не менее, по факту мы понимаем, что американцы хотят не допустить расширения ядерного арсенала или возникновения ядерного арсенала в Иране. Они хотят его поставить под контроль. Они хотят получить контроль над Ормузским проливом и защитить своих союзников. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Кувейт. Защитить судоходство и, собственно говоря, защитить цены на нефть. Потому что сама нефть, которая выезжает отсюда, она в основном не для американского, а для других рынков предназначена. Но цена на нефть — это, конечно же, вопрос статуса нефтедоллара. Это вопрос вообще мировой экономики. Поэтому, конечно, никаких резких скачков никто допускать не хочет. Еще одна из целей — это ограничить экспансию Ирана и показать, что никакой третьей силы, никакой точки разрыва с Америкой существовать не может, если американцы на то не подписывают доверенность. И финально это внутриполитическая управляемость. То есть, конечно же, американцы хотят, чтобы Иран, как до этого Ирак, как до этого Ливия, трансформировалась из стран, которые противостоят американской экспансии, если не в союзников, то в государств, которые находятся в американской орбите. Мы когда-нибудь с вами поговорим про арабскую весну, там же тоже такие предпосылки были. Не столько нефтяные, экономические, на них проще всего все списать. Ах, цена на нефть, ах, цена на нефть. Разные были истории с ценами на нефть. Самое главное, что
франшиза на мировой порядок на Ближнем Востоке, она как бы получалась раньше в Вашингтоне. И поэтому все люди, которые последовательно говорили, что мы тут никаких франшиз у вас не покупали, там Саддам, Муаммар Каддафи, Иран там же, хотя понятно, что разные ситуации, конечно, они становились яркой демонстрацией, что, оказывается, можно эту франшизу, можно эту лицензию в Вашингтоне и не покупать. Естественно, американцы этого допустить не могут. Но вот сегодня я так кратко попытался, что называется, разложить вообще, откуда ноги растут у этого конфликта, в чем его причины и в чем вообще, из чего эта ситуация выросла. Если вы хотите разобраться подробнее в ближневосточной ситуации, у меня есть несколько выпусков на эту тему. Есть выпуск «Иран-Контрас» про тайные операции ЦРУ, есть выпуск про бурю в пустыне, как американцы вступили в войну с Ираком, есть выпуск про похищение заложников в Бейруте, советских заложников. Тоже посмотрите, это говорит о неоднозначности Востока. Там сегодня это твои союзники, завтра это твои противники. Не хочется говорить, но нельзя этого штампа избежать. Восток — дело тонкое, да, это гениальная фраза из «Белого солнца в пустыне» советского фильма. Без этой фразы выпуск был бы не выпуск. Вот такая вот ситуация. Вот так коротко я попытался разложить, что же происходит на этом направлении. Спасибо за то, что смотрите уроки истории. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч.